Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, Таро прогноз, что скрыто от вас прямо сейчас. Вот в эту минуту, чего вы пока не видите, но совсем скоро изменит ваши планы. Вот давайте узнаем, что же от вас скрыто и что же изменит ваши планы. И для начала у нас сегодня две колоды Чиру Маркетти и «Золотые мечты», так называется колода Ленорман. И давайте вот мы с вами именно на колоде Ленорман узнаем, что же от вас скрыто, ну и, конечно, выполним сигнификацию, что же происходит прямо сейчас, каким образом то, что вы сейчас не видите или чем вы сейчас занимаетесь. Я так думаю, что продолжение как раз будет и соответствовать тому, что вы сейчас активно, может быть, или ищете, или пытаетесь осуществить. Тут у каждого по-своему, поэтому перекладывайте на себя, что нам подскажут карты. Вот посмотрите. Во-первых, 33. Хочется сказать, что вы в шаге от какой-то победы. У вас как будто решится вот-вот тот или иной вопрос. Карта будет говорить, возможно, о том вопросе, который где-то, или вы пытаетесь сейчас как раз решить его, и он связан больше с финансами. Может быть, для кого-то из вас это нужно найти точки взаимодействия с конкретным человеком, как будто долгоидущие планы или какой-то есть проект, который не совсем умещается в короткие сроки. Но, может быть, вы пытаетесь просчитать какую-то свою траекторию. Может быть, и есть конкретный человек, с кем вы видите взаимодействие, сотрудничество, именно потому что вам это как-то будет полезно. Или для вас словно откроет какой-то путь. Тот путь, который прежде, может быть, был закрыт. Вы ищете либо контакты или конкретного человека, или пытаетесь решить, может быть, посредством даже людей, где-то через договоренности. И финансовый вопрос тоже. Все-таки восьмерка бубен у нас. А бубны это может означать и в первую очередь, конечно, финансы. Или, кстати, документы, мои дорогие. Может быть, для кого-то из вас совершенно необходимо подписать какой-то документ, оформить. У кого-то банально отчет, дважды отчет, почему так говорю, посмотрите. Шестерка пик или 19-й старший аркан, башня так изображена. А башня, мы это знаем, это высокие инстанции, это, возможно, чиновники. И, может быть, это действительно отчет или у кого-то декларация, а у кого-то это оплата. Оплата может быть кредита или, может быть, вы хотите закрыть ипотечный кредит, или наоборот, может быть, вы хотите получить ипотечный кредит, и тоже вам будут нужны люди, потому что, вот, как группа поддержки или те, которые берут за вас тоже отчасти обязательства. Я такого не скрываю. Но есть явная какая-то задумка, которая вы и так, может быть, это с одной стороны, это у вас сейчас сильная позиция. И, в принципе, где-то 33 это 6, а 6 у нас, мы часто говорим по колоде Таро, это всегда определенная победа. И поэтому какую-то проблему вы пытаетесь решить, или вот этот ключ как будто удержать в своих руках, нам показывает, что и роза присутствует, и как будто проблема эта уже почти решена. Но, может быть, это как в пределах ваших возможностей, досягаемости, и есть определенные люди, или у вас, может быть, есть какой-то, как проект, который пока по какой-то причине у вас никак не получается осуществить. Может быть, есть как раз помеха, мои дорогие. Может быть, это предстоит вам, как кому-то даже сказать нет, что-то переосмыслить. Потому что тут вот, да, дворец, если мы говорим, у нас буквально тут дворец, но это как прообраз башни, то сейчас у вас решается какой-то вопрос, либо пан, либо пропал. Вот хочется сказать буквально так. Может быть, это тот путь, который либо откроется для нас, либо словно мы окажемся в каком-то замкнутом пространстве, или словно, это та башня или та стабильность, которая может для нас как означать уже словно тюрьма или какая-то закрытость, или то, что, никак не поддается
оформлению. Все же по этой карте, как я говорила, организации, учреждения, ну, может быть, государственные органы, потому что это всегда официальное что-то. Вот у вас есть явно какие-то согласования или ваш вопрос должен быть решен официально. Шикарная карта. Кстати, один из символов Меркурия. Корабль. И корабль это у нас, ух ты, корабль у нас это не просто Меркурий, может у кого-то проиграется еще и знак зодиака, либо близнецы, либо дева. Ну это так, не для всех, конечно, но такое может быть. Вполне вероятно, это какие-то перемены. Вот вы не видите уже сейчас, вы можете чувствовать, что да, я стою в преддверии перемен. Может быть, и обстановка, где вы сейчас где-то проживаете, или вы предполагаете куда-то отправиться, потому что все же это планируемое путешествие тоже может быть. И вот в каких я условиях окажусь. Но, видимо, будут перемены, мы этого не отменим. И для кого-то из вас вы связываете перемены с конкретным человеком. Кто-то, может быть, надеется на помощь человека. Вот посмотрите, это так выглядит букет на дне колоды. И очень интересно, это всегда, знаете, как в викторианскую эпоху, через букеты, через цветы. Это такой своеобразный символ признания или, может быть, участия в вашей жизни или как знак внимания, да, такое это могло быть. Всегда букет кому-то конкретному человеку, персоне предназначался. И не случайно у нас как будто тут открытка такая поздравительная, да, кому отправляют, и даже Чиро Маркетти оставил тут свои, ну, как знак, первые буквы Чи и М, Чиро Маркетти. Вот это передача, что вот лично вам, может быть, вы, как и ожидаете, что-то подобное получить, помощь, поддержку, как я сказала, а может быть, у кого-то банально, вот ну, бывает такое впереди, ну, какое-то празднество, может быть, юбилей, может быть, не день рождения, вот и такое я тоже допускаю. Или вы уже получили какую-то помощь в виде, ну, и как и признание букета, да, но все-таки как лояльность в вашу сторону, что определенная тема или вопрос у вас может быть решен. Ну вот смотрите, вы могли получить от того человека, который сейчас занимает сильную позицию. Ну, не будем доставать карты именно со дна, хотя нам уже, в принципе, карты рассказывают о том, что все то, что я говорила с первой карты, преддверие перемен, решение какого-то вопроса, какой-то, ну, победный момент, когда даже сложную историю, будь то финансовую, будь то документальную, вы все-таки сможете решить. Чего вы не видите. То есть вы на сегодняшний день, вот конкретно, нам выпадает мужчина. Может быть, в решении вашего вопроса отчасти участвует мужчина, или он и является одним из персонажей, составляющих как бы этой проблемы. У кого-то из вас личная история, когда встреча планируемая, которая, может быть, долгое время откладывалась по разным причинам, а вот теперь здесь как будто отношения идут в гору, но вы пока не видите, вы не знаете, к чему это все идет, или придет в конечном итоге, к чему это все. Ну, давайте еще одну карту. Поэтому тут, ну да, пока на сегодняшний день, может быть, вот смотрите, у нас получается так, что аркан тучи у нас за спиной у мужчины. А вам или к вам мужчина может быть с букетом. Я должна сказать, что наш расклад подойдет, я не сказала это в самом начале, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Девочек, неважно какой возраст, конечно, больше смотрят расклады. Мужчины, просто перекладывайте на себя. Здесь мог быть какой-то ваш знак внимания, ваш, именно от вас. Он, может быть, исходил кому-то, к той персоне, или пусть этот знак внимания – деловой даже вопрос, да? Но вы, значит, уже что-то предприняли, каким-то образом вы попытались сдвинуть дело с мертвой точки. Так вот, для мужчин тут будет означать, что у вас сомнения, а для вас, мои дорогие девочки, это есть мужчина, который тоже пребывает в сомнениях. Вы, кстати, можете поэтому где-то и сомневаться в конкретном человеке. Непонятно, что ждать. Как будто вот сейчас думает одно, а потом переиграет. Потому что это ведь не базис, правда, тучи. Но нам здесь говорят, это временное состояние, потому что выглянет солнце, и как будто туча улетит, и не будет ее. Ладно, ну вот кого это совпадает. То есть конкретно человек нацелен на реализацию своего плана,
Но этот план может касаться и с финансами, и с документами, и с личной жизнью, увы. Но как вариант, вот эти перемены, вы сами открыты им, но и все же есть взаимодействие. Вот букет мы никуда не денем. Насколько это подходит вам. То есть в вашу сторону все-таки человек, пусть минимальную, но активность он сейчас проявляет, да. Может быть, для кого-то из вас это получение даже письма, какой-то весточки, которая предназначается вам, или документа, может быть, по почте вы что-то получили. И, видимо, вас это получение как-то вдохновило. Или, может быть, известие, давайте скажем так, в целом, в нашу цифровую эпоху. Но поскольку у нас выпала персональная карта, давайте мы раскроем ее, что за человек, чего вы не видите, не знаете, может быть, о конкретном человеке. Письмо. Вот и правда, либо от инстанции какое-то письмо, либо это то сообщение, которое было отправлено вам. Всадник, мои дорогие, возможно, это вы планируете уже куда-то поездку, а по этой карте у нас всегда, а тем более это девятка червей у нас идет, это любовь. Любовное письмо. Или пусть это в целом мы посмотрим, не обязательно это будет касаться именно чувственных вопросов, а это может быть благополучие, шестерка бубен. Мы говорим, или шестерка пентаклей переложим на Таро. Это ведь карта благополучия, а это клевер, мои дорогие. Когда выпадает карта клевер, это карта чистоты, ясности помыслов. В целом, когда у нас стабильно, все хорошо и благополучно. Поэтому вот мы спросили, что несет этот человек, да? Или что идет буквально в вашу жизнь. Тут доброе что-то идет, мои дорогие. Вы можете этого не видеть. Может быть, вас карта парк так красиво выпадает. Может быть, у вас так сложилась жизнь, что были предпосылки, вот правда, не верить. Не случайно же тучи, как будто за спиной у человека выпадают. Или пусть не человек, а в лице руководителя какая-то инстанция, учреждение. Но все равно, в конечном итоге, одна персона, с кем мы контактируем. Вот. Так вот, сомнения они могут быть. Но на сегодняшний момент вам как будто с этой персоной, приготовьтесь к этому, для вас, по крайней мере, но мы сейчас еще две карты достанем, я не вижу тут какой-то подвох. Скорее всего, вам предстоит продолжить какое-то сотрудничество или общение, мои дорогие. И для вас тут действительно это может быть как якорь и какая-то возможность, но вам это предстоит еще изучить. Может быть, и человек вам несет, он хочет и свой вопрос решить, но и ваш вопрос. Он как-то не то, что желает прямо там разрешить вашу проблему, но, по крайней мере, он обдумывает. Да, мысли у него сейчас пока есть, причем мысли разные. Я могу сказать, что в вашу сторону идут добрая энергия, какое-то правильное взаимодействие. Но и человек сейчас нуждается, может быть, в доизучении или в дооформлении каких-то своих дел, своих насущных вопросов и в стабилизации собственной жизни. Кто-то может связывать решение вашего вопроса, а одновременно как будто у него вот этот якорь. Может быть, это личная история, правда. Но я точно так же могу предположить это, к примеру, место вашего проживания или проживание человека, пребывания, место встречи, вот вполне вероятно и так. Но если мы говорим о помыслах или о том, что именно вам приносит человек, я с учетом всех этих карт не вижу ничего плохого. Ну и, конечно, здесь смотрите, как карта письма, так и карта всадника, она будет говорить о том, что вы в ближайшее время, чего вы не видите, от конкретного человека, вы или от инстанции, вы можете получить как минимум еще две новости. И вы знаете, обычно вот в колоде Чаро Маркете это предложение. Посмотри, какие карты находятся рядом, и ты можешь прояснить, какие новости ты скоро получишь. Здесь нам сами по себе, может быть, посмотрите конверт, который с сургучной печатью. Поэтому какие новости? Вы что-то можете услышать, и где-то будет взаимодействие, да, может быть, с конкретной персоной, но в принципе приготовьтесь к тому, что будут новости как по части документов или по части какого-то извещения. Может быть, получение какой-то важной бумаги, а с другой стороны благополучие.
Поэтому дважды, как будто вам идут на ваш порог изменений, вы этого пока не видите. Но тут два, как минимум, положительных момента для вас, потому что больше будет стабильности, определенности. Может быть, для этого приготовьтесь к тому, что кому-то еще придется долго не просто общаться, а еще и пройти множество инстанций. Все-таки карта тоже нам об этом свидетельствует, и вы пока этого не видите. И я могу точно так же допустить, иногда эта карта олицетворяет не просто перемены, а некоторую скорость. Вы сейчас не видите, а может быть со дня на день вам буквально придется включиться в какую-то тему, вопрос и много поездок совершить, встретиться с разного рода людьми, вы начнете что-то согласовывать, оформлять и прояснять. Ну давайте еще один третий ряд. Чего вы пока не видите? Что от вас скрыто? А это, тем не менее, подводит к тому, что ваша жизнь начнет меняться или будут какие-то изменения. Шикарная карта. Два аиста. Карта семьи, карта любви, карта пары, карта взаимодействия. И буквально как гнездо, да, у кого-то будет означать все-таки личную жизнь. Надо сказать, у меня мало раскладов о личной жизни. И часто я все же деловую сферу, вы знаете, я рассматриваю. Но, видимо, вот наш сегодняшний расклад все же он связан с конкретным лицом. И персона, а дальше, пусть это я говорю, допускаю, что даже это в виде официального лица, но тогда для вас вопрос, который касается жилья. Может быть, нужно это согласовать. Или просто это даже человек вам знакомым, может быть. Я такое предполагаю, все же смотрят люди совершенно разные. Может быть, кто-то разъезжается, может быть, прежний союз, увы, он завершился, взаимопонимание утрачено, но вот сейчас, людям нужно разъехаться, да, и здесь, знаете, все равно какое-то решение вопроса у вас будет, чего вы не видите. Вам, тем не менее, продолжать общение придется, будьте готовы, что у вас еще предстоит провести важные разговоры, причем на чистоту. Плеть и метла. Мы как будто избавляемся от мусора. Возможно, вам придется, знаете, как определить свои позиции, поставить где-то свои четкие границы. Пусть вы об этом не объявите, да, с учетом аркана месяц, луна, нам говорят о том, что, с одной стороны, это карта дома, можем даже так рассматривать, и один смысл дополняет другой. Но для кого-то из вас по части вашего места проживания вы тут тоже что-то можете переиграть. Может быть, вы будете даже, вы этого не видите, а вам придется вот свои границы себе самому или самой обозначить, но вы никому не скажете. Это вы как какой-то регламент, что вот хорошо, может быть, вы согласитесь совсем скоро на какое-то продолжение или рассмотрение какой-то темы. Опять же, смотря с чем тут будут связаны новости и кто что задумал. Но, видимо, какие-то как обходные пути придется исследовать или применять, или рассматривать разные варианты. Тут будьте готовы к тому, что не все пойдет ровно так, хотя ведь очень добрый ряд, да? Вот к вам идет человек с хорошими помыслами, или пусть это вы получаете какие-то добрые вести. Но, может быть, нам ведь тут не случайно выпала у человека карта тайны, книга. То есть, может быть, это мы на именно конкретную персону смотрели, самому еще что-то нужно доизучить, доузнать или что-то досогласовать, разобраться в какой-то теме. Может быть, эта тема буквально связана с юриспруденцией, адвокатурой, с высокими инстанциями. То есть тут человек, даже несмотря на помыслы, но есть некоторые факторы, когда он себе не принадлежит. Вот это я такое могу предположить. Поэтому карта нам говорит, смотрите, конечно, аркан змеи будет говорить как предупреждение. То есть предупрежден, вооружен. Здесь могут быть некоторые моменты, которые будут свидетельствовать о том, что не все вам нравится, или вы можете услышать какую-то новость, которая для вас как помеха, которая, как знаете, вроде бы все хорошо, но это как какая-то заноза. Может быть, это человек, кстати, который вам завидует. Не рассказывайте себе много. Иногда ведь этот аркан будет нам говорить о том, что умей хранить тайну. Не сболтни. Думай, кому ты доверяешь. Или, может быть, это вам придется красиво уходить вот от каких-то таких людей, которые предыдущий период времени
вас как, ну, буквально или поставили в сложное положение по разным причинам. Может быть, это создали для вас документальные какие-то проблемы, но именно через документацию. И, может быть, это вполне вероятно и означает то, чем вы сейчас занимаетесь, или в какой ситуации вы оказались, где-то тут вам помогли не в ту сторону, будем говорить так. Но тогда эти люди не исчезли. Точно. Тут есть у вас какая-то помеха. Я вот хотела сказать, что часто мы говорим как об обмане, да? А тут, вы знаете, тут вот у кого-то из вас, увы, с учетом карты гнезда, да, или аистов, и восьмерки червей, луна, тут могут быть те люди, которые близкие, родственники, может быть, друзья, так, в кавычках, да, или те, которые вхожи в ваш дом, те, которые вас знают слишком много. Вы с кем-то были очень откровенны, и вам это вредит. И вот у вас сейчас начнутся перемены, но ваша как задача, вы это не видите. Вы все за чистую монету. А вокруг вас может быть не одна, а две персоны, которым никак нельзя доверять. Да, они будут улыбаться в глаза. Может быть, иногда эти улыбки меняются на шипение, как будто, да, или то, что ваш адрес звучит очень нелицеприятно, незаслуженно, мои дорогие. И тем не менее, это то, что мы не исключим из нашего общения. Ну, по крайней мере, ну, есть же те люди, которые мы не отменим наше общение. Но ваша задача буквально включить свою интуицию с некоторыми персонажами, быть очень осторожным. Вы знаете, вы себе мешаете просто тем, вот в хорошем смысле, как бы вам, если быть очень осторожному и меньше о себе рассказывать, то для вас вот этот хороший смысл, чем меньше о вас знают, тем лучше вы спите. Точно. Посмотрите. Да, есть те люди, которые за вас переживают, но есть одна змея и есть мыши. А первая карта, которая будет говорить, это именно аисты. А вы знаете, тут может быть и такой человек, который знает о вас. Вот если мы говорим персонаж мужчины, который, к примеру, у кого-то так совпадет. Тот человек, который готов вам быть другом, и тот, который знает, что у вас непростая судьба. Вот вы не верите. Может быть, и человек где-то не проявляет активность. Тут явно могут быть отношения, которые уже с учетом всего-всего, что нам выпало, которые длятся, может быть, долгий период времени. Может быть, и были где-то на паузе, или была какая-то заминка. Все-таки первая карта нам об этом говорит, но вот это уже сейчас, это уже перемены. Это не те перемены, которые прямо так стремительные. Нет, но тут и все четко развивается. И я допускаю, что потом это перейдет в какую-то стремительность. Это я допускаю, потому что тут новости, скорость, да, и какие-то добрые вести. И вы, мои дорогие, чего вы сейчас не видите? Вы с кем-то можете поделиться своими добрыми новостями, но за вас вряд ли кто-то порадуется. Будьте, по крайней мере, к этому готовы. Потому что вот так выпали карты, ряд карт, и все-таки у нас выпадает плеть, избавиться, как я сказала, от ментального мусора, но и как будто вымести вот этот ссор из вашей жизни, может быть, и пересмотреть, мои дорогие, все те вопросы, которые связаны с теми людьми, которые буквально вхожи в ваш дом или знают о вас слишком много. Вообще, сами по себе аисты – это перемены, мои дорогие. Для кого-то из вас, правда, с учетом Луны, это вопросы, может быть, и деторождения. Иногда такое может быть. И я должна сказать, и тут у нас еще и всадник выпадал. Вы знаете, и тем более еще и письмо. Тут могут быть вот как добрые вести от конкретного человека, но здесь, знаете, есть еще и те процессы, которые будут касаться, может быть, вашей семьи, продолжение какой-то личной истории, где-то увязаны, может быть, с последующим, ну, как созданием семьи, и так, чтобы рождением ребенка, может быть, это отдаленный какой-то период. Я такое не исключаю. Но, видимо, карта говорит, будь ты повнимательней, учись ты себя прямо сейчас, с этой минуты, как вы открыли это видео, себя сохранять по-новому. Тут ведь мы можем сказать, что аркан, который означает уверенность, якорь,
где-то и вас призывает к тому, чтобы в своей жизни больше внести ясности, стабильности. Но, может быть, где-то это и вам нужно, вот как что-то скрытое, тайное, да, как книга, изучить конкретных людей. Не совсем доверять тому, что вы слышите, мои дорогие. Хочется все-таки, уже не собиралась, но, наверное, все-таки мы с вами достанем еще один ряд. Чего вы не видите, а может исходить вот от каких-то третьих факторов, третьих лиц. Они все-таки присутствуют. Вот от змей что может исходить, и вот от этих мышек, да? Что от них может исходить? Ну, во-первых, вы сами. Тут и они, знаете, есть персоны, которые из-за зависти, буквально из-за зависти, с вами могут прекратить контакты. Вот как ни странно. Пусть это не у всех проиграется. Конечно, вы тут сами можете подводить к нулю некоторые взаимосвязи. Но здесь кто-то будет стараться минимизировать с вами общение, потому что не имется, что еще от них будет исходить. Вот смотрите, сочетание с двумя картами я не исключаю, что кто-то будет вам вредить. Поэтому, может быть, и карты говорят: не рассказывай. Здесь может быть такая история, когда вас могут от чего-то отговаривать или давать бестолковые советы, и это будет связано с вашей личной жизнью и даже с детьми, или с последующим планированием детей. Вот даже так, мои дорогие. Или пусть это будет связано, тут точно посмотрите. Ваша задача, чего вы не видите, что от вас скрыто. Вы очень добрый человек, мои дорогие. Вы открытый человек. Может быть, поэтому некоторые даже люди возвращаются именно в вашу жизнь. Я такое тоже могу для кого-то предположить. Потому что удивлены вашей искренности. Именно искренности вас видят как верного человека. Но кому-то же не имется. И нам показан саркофаг, да? Карта гроб. Чаромаркете изобразил именно саркофаг и прообраз Анубиса. Это тот, как владыка подземного мира. Вот у вас сейчас состояние перехода между прошлым и будущим. И, видимо, не начнутся какие-то перемены, вы пока этого не видите. Вот и есть какие-то темы, которые вы должны сейчас именно решить, завершить. И отчасти это все-таки касается и персон. Вы должны... И для вас, для вашего собственного благополучия свести к нулю какие-то помехи или какие-то, мои дорогие, преграды. И ведь часто это говорит, да, это некоторые болезненные перемены. Или то, что для нас, это, знаете, может означать, что ну, вот нам в данный период времени очень тяжело. Может быть, и вы где-то сейчас нуждаетесь в том, что вас кто-то поддержал. Сказать, что вот вас буквально сейчас, в данный период времени, кто-то поддерживает, увы, я такое не могу. Но все-таки, как карта предполагает, что окончание чего-то, тем более с учетом карта, все-таки у вас выпадает серп. Это как и сбор урожая, какие-то итоги вы должны подвести. Но иногда не пораниться как бы, да, об эту косу или серп, потому что мы ведь задали какой вопрос, чем вам могут навредить конкретные люди, а именно потому что иногда это какой-то итог, ну, наверное, это лучший вариант, когда нам перестают какие-то препоны, преграды или проблемы создавать люди, но точно так же ведь это может быть, знаете, какая-то колкая, едкая фраза, которая вам западет в душу, и вы начнете в ком-то сомневаться, мои дорогие. Так и хочется сказать, у вас на кону ваше счастье, мои дорогие, кто вот смотрит мое видео. И пусть оно буквально завтра, пока это не наступает, но, видимо, подготовительный момент, он именно и является завершением какой-то прежней истории, из-за которой вы попадали в просак, и постоянно были как во власти чужой игры, во власти чужой хитрости лиса. Что еще ожидать? А вы знаете, для вас люди могут предполагать и даже завидовать, потому что это вы как яркая звездочка. Вы сами ресурсный человек. Может быть, вы умеете зарабатывать, может быть, вы умеете, как знаете, жизнь вас где-то нагибает, а вы поднимаетесь с колен.
Может быть, за вами даже наблюдают и думают, ну вот как ей все удается, или ему. Кому-то кажется, что вам это все ничего не стоит, вам это все легко, вы можете страдать, вам может быть очень тяжело. Вы умеете, научились себя как будто раз за разом заново поднимать, вытаскивать из какого-то небытия. Но у людей со стороны создается такое впечатление, что и стоит. А что с ней будет или с ним будет? Ему там типа высшие силы помогают, для него все легко и просто. Это я, бедная и несчастная или бедный и несчастный. Понимаете, тут сама по себе зависть. Более того, люди, они понимают, что вы вот-вот, скорее всего, ускользнете из их жизни. Или вот-вот, как будто в вашей жизни будут происходить такие перемены, и, к примеру, аркан звезды для кого-то будет говорить, что вы либо можете достичь какой-то популярности, а вместе с популярностью новые возможности придут, новые люди придут. Может быть, и финансовое положение ваше изменится, но точно так же кто-то может создавать вам из-за зависти какие-то помехи, преграды, чтобы у вас что-то не было осуществлено. Может быть, для кого-то из вас вот именно по части дома нужно как определиться с местом вашего пребывания. И тогда люди предполагают, мы ведь все-таки на людей говорим, да, что вы вполне вероятно не просто ускользнете, а можете переехать куда-то очень далеко, и но их это точно не вдохновляет. Опять же, зависть. Вот удивительно, такие начало такое карт, да, у нас было волшебное, можно сказать. Давайте сдвинем немножко карты. Но, видимо, вам это нужно было услышать, потому что вопрос основной, чего вы не видите. И тут все, что могло, наверное, уже выпало. И лисы, и мыши, и змеи. Но, тем не менее, мои дорогие, вот, видимо, есть, пусть сейчас еще пока тучи, пусть вот есть какой-то у вас друг, поддержка конкретного человека, пусть у него сейчас еще что-то непросто, или пусть это контакт с конкретным человеком. Есть какое-то направление, мои дорогие, которое пока оно тоже скрыто, потому что еще, как знаете, в пространстве что-то не определилось, еще как не уложилось в какой-то фундамент или в цепочку развития последовательности, да, когда мы можем уже что-то программировать, но для вас это все равно как путь наверх. Давайте на колоде Таро, второй колоде Чиро Маркетия все-таки, что же изменит ваши планы? Чего вы сейчас не видите? Как вы будете менять эти планы? Какие перемены спешат на ваш порог, спешат в вашу жизнь? К чему приготовиться? Пусть нам карты расскажут. Все то, что я говорила. 20-й старший аркан суд. Не получится уже продолжать какую-то историю. Ваша жизнь меняется не случайно, аркан звезды. И все то, что я по нему сказала, завершается. Какая-то ваша прежняя, может быть, и стратегия, и тактика. Вам придется менять методы. У кого-то из вас, как прежний жизненный этап, он тоже завершается. Но мы говорим, что придется менять планы. Правда, тут какая-то история, которая связана, может быть, с личной жизнью, взаимоотношениями. Она пойдет как в новом формате. Может быть, для кого-то из вас это вас ожидает новая встреча. Но вы к этому времени, королева мечей, можете очень с опаской подходить. Пусть эта встреча для кого-то из вас, давайте в целом скажем, что вас ожидает и изменит ваши планы. Либо это новое знакомство, я такое допускаю, новый человек, а вы к этому времени, ну, такой или такая, как ежик, да, прообраз Юдифи. Жизнь уже научила не доверять сразу с первого шага. А может быть, это даже та персона, которую вы знаете, но вы понимаете, что... А нет, тут тоже не все однозначно, мы уже с вами об этом говорили. Скорее всего, вам придется решать какую-то тему, вопрос, почему вот в таких настороженных в энергиях. Потому что действительно, вы можете получить либо какую-то новость, либо первый аркан у нас старший. Вокруг вас будут такие обстоятельства, когда... Но вы знаете, на 100% тоже что-то не просчитаете. И у вас именно из-за этого будут сомнения. Отправляться или нет куда-то? Поеду, не поеду? Куда поеду? Какой конечный пункт маршрута? Доверяю, не доверяю? А тем не менее, тут может быть такая ситуация, что придется пройти вот именно по ситуации. Какой-то очень сложный выбор вы можете сделать, пока вы, или когда вы, точнее,
Поговорите с конкретным человеком или когда вы что-то увидите своими глазами. Да, тут методы придется менять. Может быть, раньше и было общение, раньше было на уровне документов, созвонов, да, или каких-то контактов, разговоров, а теперь нет. Приготовьтесь к тому, что вам совсем скоро придется приступить к действиям, чего вы не видите, а это тоже изменит ваши планы, вашу жизнь. Статус ваш, мои дорогие, будет меняться. Здесь у нас идет и, кстати, вопросы дома, вопросы где-то могут быть и карьеры, или когда мы наше творчество получаем и финансы, например, монетизируем творчество, или работаем сами на себя, аркан императрица. Для кого-то, правда, проиграется создание семьи. И вот как изменятся ваши планы. Вам совсем новый путь предстоит пройти, который, знаете, как искусство мелких шагов. При этом для вас будет очень важна подушка финансовой стабильности и безопасности. Будет следом какой-то момент, который, знаете, вам устроит проверку на прочность. Всегда аркан повешенный. Может быть, он говорит о том, что вам придется еще какой-то сложный вопрос решать. Но он будет балансировать на грани. Не попасть в какую-то зависимость. Раз. Потому что это карта жертвенности. И вот, видимо, какой-то очень интересный вариант вам придется разработать буквально или как-то определенно поступить. Тут все меняется, потому что нельзя соскользнуть, может быть, и в эмоции. Нельзя себя обесточить финансово. Но и нельзя как будто от чего-то отказаться. И, может быть, так будут складываться обстоятельства, что вы будете даже себя где-то чувствовать в тупике, будьте к этому готовы. Вот если кто-то из вас этот тупик будет чувствовать, факт. Королева Пентаклей, где-то энергетика. Тут тоже у нас прообраз Венеры, по сути дела, идет. Ну, пусть не в этой колоде, но тем не менее. Вот смотрите, вы будете чувствовать, что вот как будто тупик, да? И мне нужно принять решение какое-то. Будьте к этому готовы. Это произойдет через какое-то время. И словно мне направо или налево. Т-образный перекресток. Ехали, приехали. И может быть это будет касаться и финансов, а у кого-то и дома, и семьи, и конкретных взаимоотношений. Вот себе ничего не сделать во вред. Вот у вас задача сохранить не только себя, но и при этом воспользоваться какой-то возможностью, каким-то его величием случаем. Точно случай, шанс у вас будет. И может быть это будет как возможность какой-то документ, договор заключить. Может быть, это важная какая-то бумага, вы ее сможете получить. Ну вот, понимаете, будьте готовы, мои дорогие, к альтернативным методам и пересматривать свои планы. Быть гибче, вот вам все карты именно говорят об этом. Что же еще? Вы знаете, это все ведет к празднику. В конечном итоге вы останетесь довольны. И я вот говорила, ведь это через тупик, по сути дела. Это, знаете, старший аркан, два старших аркана, придется пересмотреть вот некоторые свои позиции, как будто императрицы. Но это, тем не менее, ведет к стабильности и новым возможностям. Хочется, может быть, эту стабильность получить сразу. Но, наверное, так в нашей жизни не бывает. Что-то тут у вас торопится. Хотела сказать, мы сейчас достанем карту «Совет». Тут вылетело. Уже, по сути дела, как совет, карта дома, карта семьи, карта праздника после победы. И тем не менее, карту совета я достану сама. Что вам посоветуют карты? Как поступить прямо сейчас? Снова карты говорят о том, что у вас впереди финансовая победа. Мы где-то с вами с этого начали. Что у вас сейчас будут решаться либо документальные, либо финансовые вопросы. Карта это и подтверждает. Но, наверное, весь последний ряд, мои дорогие, он как раз вас и сводит к тому, что основная задача вам что-то, даже если приходится что-то реструктурировать, кому-то говорить нет, себя защищая, предусматривая, что не все люди, увы, говорят честно или настроены по отношению к вам, ну, может быть, и транслируют миролюбие, но у них есть свои тайные замыслы, планы, не всегда с чистыми помыслами. Поэтому сохраняйте, берегите себя и будьте готовы к любому варианту, который потребует пусть от вас сложных принятий решений. Может быть, и некоторых отказов от чего-то, но для вас, наверное, суметь взять мечту.
основная задача, и вы этого можете не видеть. Вам сейчас может быть, не совсем просто, потому что вокруг вас создалась такая ситуация, вот к чему, собственно, какой итог мы можем подвести, да, что от вас скрыто, а тем не менее это повлияет на перемены в вашей жизни и изменит ваши планы, потому что вы можете где-то сейчас не доверять тем, что можно рассматривать как сотрудничество, и наоборот, можете доверять тем, с которыми нужно быть аккуратнее. Перекладывайте на себя, поэтому доверяем себе, значит, будет полный порядок. Правда? Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, такие добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.